Бросим в них бомбы! Мы переезжаем. Нам теперь некуда переезжать. Это наш единственный мир. В апреле 1991 года на американском телевидении состоялась премьера сериала под названием «Динозавры». И этот ситком не был бы чем-то необычным, если бы в центре сюжета не находились Синклеры. Семейка динозавров, проживающая на Пангее в 60 миллионов в третьем году до нашей эры. И герои там ведут вполне обыденную современную жизнь. Ходят на работу, в школу, ругаются, влюбляются и попадают в различные комичные и не очень ситуации. Ну и вот сюжет каждой серии и строится вокруг их этой повседневной жизни. Ну и, наверное, чтобы вообще было понятнее, просто возьмите семейку Флинстоунов и замените там людей прямоходящими ящерами, и вы получите концепцию мира динозавров. Хотя на самом деле язык не поворачивается проводить какие-то аналогии, ведь для меня сериал всегда был самым оригинальным и ни на что не похожим. Идея создания этого шоу принадлежит Джиму Хенсону, который хоть и приложил руку к множеству самых разных проектов, в том числе как режиссер, продюсер, актер, сценарист, но всемирную известность он получил благодаря появлению Маппетов. Без лишних слов начинаем. И вот когда Джим на своей студии разрабатывал аниматронные костюмы для съемок первых черепашек-ниндзя и был просто восхищен результатом работы своей команды, вот тогда-то ему и пришла идея взять обыкновенную ситуационную комедию с обыкновенной семьей, но только вместо людей поселить в этом мире говорящих монстров мезозойской эпохи. Если у тебя есть чады и домочадцы, ты их тиран и бог. Но еще у Джима изначально уже было четкое видение финала всей этой истории. И по словам Боба Янга, одного из создателей сериала, имея лишь концовку с последними днями динозавров, они с командой взяли ее в качестве фундаментальной предпосылки и стали придумывать другие возможные эпизоды. И за все 4 сезона, которые насчитывают 65 серий, динозавры успели затронуть и рассказать не только интересные и поучительные истории, но и поднять довольно острые социальные темы, затрагивающие политику, религию, здравоохранение, судебную систему, и даже посмели критиковать само его величество телевидение. Но вам наплевать, что выпускать в эфир. Для вас главное — это рейтинг. И о других сериях, их темах и идеях более подробно, я надеюсь, мы поговорим с вами как-нибудь потом. А в данном видео я предлагаю вам ознакомиться с финалом данного сериала, который по праву считается одним из самых мрачных. Итак, серия начинается с того, что ведущий новостей напоминает о важности сегодняшней даты, 14 мая, ведь именно в этот день на материк ежегодно возвращаются горбатые жуки, которые так необходимы для поедания заполоняющих все вокруг растущих маков. Каждый, кто хочет увидеть первым эту картину, не отрываясь, смотрит в небеса. И в то время как большая часть семейства Синклер устремляет свой взор вверх, пытаясь увидеть эффектный прилет жуков, его глава Эрл не разделяет общего интереса и продолжает возиться с новеньким грилем, который, по мнению этого не самого умного мегалозавра, куда важнее каких-то там насекомых. Ах, этот автоматический идиот. Вот замечательное зрелище. О боже. И вот когда эта семейка вместе с ведущими новостей прямого эфира заканчивает отчет времени, никаких жуков в небе не появляется. Они что, невидимые? Но динозавры не отчаиваются и воспринимают это просто как непредвиденную задержку в прибытии. И вроде бы все нормально, все садятся за стол, но на фоне мы видим, как щупальца плетущегося мака крайне активно начинает обвивать ножку стула. И вот уже на 4-й день ведущий новостей рассказывает о том, что сидровый мак продолжает расти с угрожающей быстротой, и что это напрямую связано с так и не прилетевшими горбатыми жуками. Что же случилось с жучками? И даже когда все жилище Синклеров зарастает маком, Эрл продолжает не замечать никакой угрозы и заботит его больше пропавшее пиво, чем возможная гибель цивилизации. А вот его друг Рой выражает большую озадаченность происходящим и выдвигает версию в своем, как и обычно, не самом интеллектуальном стиле. Может, они уже на полдороги вдруг вспомнили, что не выключили плиту и вернулись, а? А через мгновение на улице раздается шум, и на окно неуклюже приземляется один из представителей тех самых горбатых жуков по имени Стэн, который объясняет свою личную задержку тем, что... Дурацкая ситуация. На полдороги вспомнил, что не выключил плиту. Жук озадачен отсутствием других своих собратьев и говорит, что его цель в данный момент заключается не в поедании мака, а в размножении, и поэтому ему срочно нужно попасть на озеро и найти себе пару. У меня сейчас на уме
уме только одно, и это не еда. Шарлин видит, что с навигацией у Стэна дела обстоят не особо хорошо, и поэтому она предлагает его проводить. И вот когда эти двое добираются до озера, перед ними открывается неожиданная картина. На месте водоема располагается фабрика восковых фруктов. Да, я очень разочарован. Ребята в полной озадаченности, и на их вопрос о местонахождении остальных жуков отвечает своим появлением один из работников фабрики с распылителем отравы. Всех убили? Пришлось. Здесь строится совершенно новая фабрика, а летающие жуки лезут в наше сырье. Это кошмар. Тем временем все больше разрастающийся маг практически полностью оплетает квартиру Синклеров, и со слов все того же ведущего новостей мы узнаем, что ситуация с растением все больше превращается в глобальную катастрофу. А ну-ка, уходи от меня, уходи от меня. Далее в эфире новостей появляется Шарлин со своим новым другом Горбатым Жуком, и они пытаются донести до зрителей всю правду о вредоносной деятельности корпорации Висайса, которой и принадлежит та самая фабрика по производству восковых фруктов. Их жадность и погоня за наживой нанесли огромный урон всей нашей экосистеме. Но Эрл категорически не согласен с позицией своей дочери, и когда он понимает, что Шарлин вышла в эфир с их кухни, разгневанный отец отправляется туда и прерывает интервью. Ты не права. Прогресс — это прекрасно. Прогресс помогает всем нам не ломать голову, как приготовить тост. Эти новости, разумеется, видит и босс Эрла, и он же один из главных виновников событий, мистер Ричфилд. Глава корпорации Висайса какое-то время пребывает в замешательстве и пытается придумать, как бы выйти сухим из воды. И вот когда он видит выступающего по ТВ Эрла, Ричфилд решает воспользоваться глупостью и слепой верой своего подчиненного, который искренне оправдывает действия корпорации, обогащающейся за счет постепенного уничтожения планеты. Это должен быть доверчивый житель нашего города, почти без мозгов. И не тысячи в меня красной книгой. Спустя еще пару недель из очередного телевизионного репортажа мы узнаем, что ситуация с Маком усугубилась еще больше. К этому времени Эрл Синклер по хитрой задумке начальства становится главой объединения независимых сограждан и предлагает использовать против вездесущего Мака мощный дефолиант, ну или же иными словами просто яд. Яд — слишком сильное название. Мы предпочитаем называть его химический сок прощания. Члены семейства Синклер не разделяют уверенности своего родственника и выражают свои опасения. Но Эрла вполне устраивает обещанная Ричфилдом эффективность этого вещества, и он просит всех успокоиться. Мой план намного более эффективен. Это новые технологии. Этот дефолиант так же безопасен, как материнское молоко. И вот с вертолетов производят распыление химиката, и на утро в новостях сообщают о том, что помимо мака, яд также уничтожил и всю остальную растительность на всей планете. Че, жрать теперь нечего? Ну и разумеется, всю вину за уничтожение земной флоры ожидаемо возлагают на Эрла. Но вот сам виновник результатом вполне доволен. В такой крупной операции невозможно обойтись совсем без потерь. Кажется, мы немного перестарались. Дети пытаются убедить своего упрямого недальновидного отца в том, что без растений вся пищевая цепь рухнет и жизни на Земле наступит конец. Нет растений, нет еды ни для кого. Технический советник в лице мистера Ричфилда на обеспокоенность Эрла и его приятеля Роя предлагает новый гениальный план действий по возвращению на планету растений. Дождь! Нужно, чтобы пошел дождь. Чтобы пошел дождь, понадобятся облака. Значит, нам надо заставить извергаться кучу вулканов. Бросим в них бомбы. Какое-то время Эрл сомневается в правильности такой идеи, ведь это буквальная война против природы, а значит и против самих себя. Но его босса это мало волнует, и лидеру сил спасения в лице своего подчиненного он предлагает не медлить. Да, сэр. Бомбы так бомбы. Далее мы видим, как в разных точках Земли производятся мощные взрывы. Глядя в окно, Эрл радуется образованию тучи и предвкушает начало столь необходимого растениям дождя. Но его семья не разделяет с ним никакой радости, ведь по телевизору ведущий сообщает о том, что черные ядовитые тучи, образованные после взрывов, заволокли собой всю планету и полностью загородили ее от солнца. А это привело к тому, что температура постоянно падает. Ученые предсказывают, что пройдут десятки тысяч лет, прежде чем над Пангеей вновь засияет солнце. Эрл сообщает об этих последствиях мистеру Ричфилду, но его босс говорит, что все нормально, ведь пришедшие холода поспособствовали росту продаж всякой разной продукции Висайса, например, такой как свитера, одеяла и какао. И что компанию ожидают лучшие квартальные доходы в истории. Но, сэр, я думаю, это может быть последний квартал в истории. И вот проходит еще время, и в доме Синклеров за заснеженными окнами мы видим, как все семейство облачилось в теплые вещи. Эрл искренне извиняется перед всеми за то, что практически привел мир к гибели. Он признает свою неправоту и обо всем сожалеет. Я слишком доверился прогрессу и технологии.
и мало уважал саму природу. И видно, что никто и так уже не держит ни на кого обид, ведь каждый из них прекрасно понимает, что поделать уже ничего невозможно и все обречены. И только ребенок озадачен происходящим, не понимая, чем все так расстроены. Что понимаем? Мы переезжаем. Вся семья проявляет малышу свою любовь и внимание, и таким образом в очередной раз показывает нам всю значимость семейных связей. Ну а потом Эрл высказывает свои успокаивающие и в тот же момент просто разрывающие сердце соображения. В конце концов, динозавры живут на Земле 150 миллионов лет, и мы не можем так вдруг исчезнуть. Далее камера отдаляется от заснеженного дома Синклеров, мы видим замерзший почтовый ящик с их фамилией, затем нам показывают заснеженную вывеску корпорации Висайса, надпись на которой все так же отчетливо обещает создание прекрасных восковых фруктов. Ну а последней сценой становится прощальный репортаж того самого ведущего DNN. И о том, остались ли перед экраном работающего телевизора хоть какие-то зрители, теперь можно только догадываться. Все еще идет снег, темнота и ужасный холод вокруг. Я Говард Хэндапни. Спокойной ночи. Прощайте. И если вам кажется, что финал сериала получился слишком жестоким и беспощадным, то попробуйте вообразить, что было в сценарии последней серии до того, как создателям сериала позвонило руководство канала и угрожающе заявило, что сценаристы смогут убить детеныша динозавров только через трупы телекомпании ABC. Также хотелось бы упомянуть о еще нескольких не самых известных, но достаточно занимательных фактах. Например, культовое выражение динозаврика «ты не мама» не было взято из воздуха. У создателя Боба Янга был на то время маленький сын по имени Итан, от которого дома нередко можно было услышать подобное высказывание. И вот с легкой руки сценариста фраза была отлично перенесена в шоу и стала буквально его визитной карточкой. Во время съемок первого сезона на съемочную площадку не допускались никакие представители СМИ. И главной причиной такого решения было то, что слишком впечатлительным зрителям, и особенно маленьким, не следовало видеть репортажные снимки кукольных динозавров со снятыми головами и другими частями тела. Ведь по мнению создателей это могло не слабо так напугать. По словам руководителя сети, динозавры на то время были не только одним из самых дорогих в производстве ТВ-продуктов, но также и одним из самых сложных в техническом плане. Так, над съемками обычной 23-минутной серии трудилась команда из 90 человек на протяжении 65 часов в неделю. Мало кто знает, но по мотивам сериала в 1991 году вышла настольная игра, цель которой заключается в том, чтобы накормить малыша Синклера. Еще до того, как руководство студии приняло решение оборвать телевизионную жизнь динозавров, авторы успели отснять еще 7 дополнительных эпизодов, которые продолжают рассказывать о жизни семейства Синклер, и ни о какой катастрофе там речи нет. И изначально, дабы не сбивать с панталыку зрителей, эти 7 серий не транслировались по ТВ, и увидеть их можно было только по кабельному и на всяких разных носителях. Ну а логика существования этих эпизодов объясняется, как правило, тем, что события в них хронологически разворачиваются до серии с изменяющейся природой, и воспринимать их как продолжение точно не стоит. Что касается русскоязычной версии, у нас фильм был дублирован фирмой СВ Дубль на студии Мосфильм по заказу СТС в 1997-98 годах. И в сериале можно услышать множество знакомых и родных сердцу голосов, принадлежащих настоящим мастерам своего дела, таким как Александр Рыжков, Андрей Мартынов, Борис Быстров, Ольга Голованова, Всеволод Кузнецов и некоторым другим. Но больше всего, конечно же, своей работой здесь выделяется Андрей Бархударов, который каким-то образом так здоровски и неузнаваемо в очередной раз изменил свой голос, что того самого розового динозаврика теперь просто невозможно представить в озвучке кого-то другого. Привет, я дитя, новенькая, только вылупилась. Обожаете меня, любите меня. Лично, на мой взгляд, динозавры являются одним из тех штучных продуктов, который своим примером показал, как можно взять что-то самое обычное и привычное в конкретном жанре и с помощью таланта, желания и творческого подхода сделать из этого нечто новое и уникальное. Да, на каком-то этапе довольно рискованное, но зато такое, что будет обсуждаться потом еще не один десяток лет. И, наверное, я всегда буду смотреть этот сериал с неподдельным интересом, ностальгией и бесконечно задаваться вопросом, как им все-таки удалось сделать настолько реалистичных кукольных персонажей, по одному взгляду которых уже четко передаются чувства и эмоции. Ну а такая мрачность финала не только позволила эффектно завершить телевизионную историю динозавров, но и в очередной раз показала, что порой поистине классные идеи и мощный посыл куда более важнее мимолетных рейтингов и просмотров. И я уверен, что такая попытка создателей достучаться до общественности с призывом относиться к окружающей среде более уважительно, обдуманно и вообще рационально не была напрасной, и ледниковый период нам, по крайней мере, теперь уже точно не грозит.